Приветствую всех на канале «Путь к исцелению». В этом выпуске я хочу поделиться с вами пошаговой инструкцией для выполнения техники нейрографики дерева изобилия. Для выполнения этой техники нам понадобится лист А4. Можно также использовать альбомные листы, цветные карандаши, желательно мягкие, чтобы было приятно ими рисовать, тонкий маркер или фломастер для основных линий, толстый маркер для проведения более толстых линий. При его отсутствии можно воспользоваться тонким маркером. Также нам понадобится ручка, чтобы вначале сделать некоторые записи. И начинаем мы любую технику нейрографики с составления и записи нашего намерения, нашего запроса на данную работу. В намерении прописываем то, что мы хотим получить. Данный алгоритм у нас связан с изобилием, поэтому в этой технике в намерении указываем, какое улучшение или рост мы хотим достичь. Это может быть осуществление любого вашего желания по развитию и росту, по улучшению финансового состояния. А также намерение может быть связано с определенным проектом, реализация которого привнесет вам больше изобилия. Записываем намерение. В намерении также желательно указать те эмоции, которые вы будете испытывать, когда ваше желание реализуется. Например, я пишу, что я радуюсь тому, что мои курсы обучения целительству рейки реализуются наилучшим образом и привносят больше изобилия во все сферы моей жизни. После того, как вы напишете намерение, прочувствуйте то состояние, которое вы будете ощущать, когда ваше намерение исполнится. Прочувствуйте то изобилие, тот рост, который принесет исполнение вашего желания. Далее, вторым шагом в нейрографике мы прописываем в течение 2 минут не менее 20 слов, связанных с темой нашей работы. Сегодняшний выпуск о технике изобилия, поэтому ощутите, какое изобилие привнесет вам реализация вашего проекта либо желания. Поставьте таймер на 2 минуты и выпишите все слова, которые вам придут по теме изобилия, по теме реализации вашего желания. Записывать нужно быстро. Таким образом вы исключаете влияние вашего ума, исключаете раздумывание. Записывайте все слова, которые приходят, даже если это негативные слова. И также, если слова будут повторяться. Записываем на той же стороне листочка, где мы записали наше намерение. И после этого мы приступаем к самой работе. Первое, что мы делаем, мы рисуем наше нейродерево. Рисуем нейролинии, начиная с нижнего края листочка и проводя нейролинии вверх. При этом у вас прорисовывается ваше дерево, которое имеет в нижней части корни, далее сужается, образовывая ствол дерева, и в верхней части вы прорисовываете крону вашего дерева. Прорисовываете нейролинии свободной рукой, локоть при этом у вас висит в воздухе, вводите линии плавно, следуя за рукой. Можно помочь себе в расслаблении через дыхание. Делайте глубокие вдохи и выдохи, можно через рот. И линии вы можете проводить на выдохе. Следующим шагом после прорисовки наших основных нейролиний мы выполняем округление всех полученных пересечений с острыми углами. Это важное правило нейрографики, что все острые углы мы округляем. Выполняя округление, мы можем округлить таким образом. Сначала мы прорисовываем небольшую дугу, а потом закрашиваем образовавшуюся полость.
Либо, если у нас есть несколько пересечений в небольшой области, то мы можем обвести эти участки нейролинии, тем самым округлить данную область. При округлении старайтесь, чтобы не оставалось заусенец, чтобы места округления выглядели аккуратными. Необходимо выполнить округление всех получившихся острых углов, поскольку острые углы в работе нейрографики – это конфликты. И рекомендуют при выполнении работ по нейрографике не отлучаться от листочка, пока мы не округлим все углы. После того, как мы округлим все углы, мы можем сделать перерыв. Следующим шагом в данной технике мы прорисовываем наши корневые ресурсы. Они располагаются в нижней части нашего дерева. Это то, что больше связывает нас с нашим прошлым, это наш прошлый опыт. И прорисовываем мы ресурсы в виде кружочков. Круги в нейрографике являются самой гармоничной фигурой. Прорисуйте 3-5 кружочков в корне вашего дерева. И при прорисовке кружочков прочувствуйте, с каким ресурсом ассоциируется у вас каждый кружочек. Корневыми ресурсами могут быть наше образование, знания, которые мы получили в прошлом. Также это может быть полученный жизненный опыт, особенно если он связан с темой работы. Корневыми ресурсами может быть также наша семья, поскольку корневые ресурсы – это то, что будет питать нас в реализации нашего желания, что будет являться поддержкой. И в данном случае наши близкие как раз могут давать ту поддержку, которая нам необходима в реализации нашего намерения. Также это может быть наша родовая энергия, та сила, которую мы получаем через нашу родовую систему. Кружочками могут быть также отдельные люди, например, родители, либо партнеры, дети. Прорисуйте в корневых ресурсах все, что может поддерживать и питать вас на пути достижения вашего желания, вашего намерения. Кружочки могут быть разного размера, могут пересекаться друг с другом, могут находиться друг в друге, могут выходить за пределы вашей корневой системы. Рисуйте так, как откликается вам, как вам нравится. И после того, как вы прорисуете кружочки, обязательно необходимо округлить все образовавшиеся острые углы в пересечениях. Далее мы прорисовываем кружочки в средней части нашего дерева, в стволе. Средняя часть дерева – это наш сегодняшний день, это наше настоящее, это то, что помогает нам в реализации нашего намерения, то, что у нас есть в сегодняшнем дне. Например, у меня намерение на улучшение реализации моих курсов рейки. И ресурсами, которые у меня есть сегодня, являются тут багаж знаний и опыта учителя рейки, который у меня есть на данный момент и который я могу применить больше в реализации моего проекта. Также ресурсом является та платформа, в которой я работаю, те материалы, которые я оформила, выложила в уроках, в курсах рейки, которыми пользуются мои ученики. Также ресурсом в сегодняшнем дне являются мои
способности, навыки, которые помогут в реализации данного проекта. Это мои организационные способности, это мои интеллектуальные, творческие способности. Их тоже я добавила в рисунок в виде небольшого кружочка. И этот ресурс мне также будет помогать в реализации моего проекта. После прорисовки кружочков мы также округляем все получившиеся пересечения и переходим к верхней части дерева. В кроне дерева мы рисуем все, что мы хотим получить, чего мы хотим достичь при реализации нашего намерения. Это наши результаты, наши плоды. Плодов может быть столько, сколько вы хотите, сколько поместится в верхней части вашего дерева. Кружочки также могут быть разного размера, могут пересекаться друг с другом, могут выходить за пределы кроны. И прорисовывая каждый кружочек, почувствуйте, с каким результатом, с каким плодом связан каждый ваш кружочек. Также можете это прочувствовать, когда будете округлять пересечения ваших кружочков с нейролиниями, а также когда далее вы будете их раскрашивать. После того, как мы выполнили все округления, посмотрите на ваш рисунок, на ваше дерево, и по желанию вы можете добавить больше нейролиний. Чем больше нейролиний в вашем рисунке, тем эффективнее будет работать эта техника у вас. Тем больше нейронных связей вы формируете у себя, связанных с исполнением вашего желания. Новые нейролинии не обязательно проводить как первые, снизу вверх непрерывно линии. Вы можете проводить их кусочками, глядя на рисунок, где откликается, вы можете добавить, начав их в любом месте, а также закончив их в любом месте. Проведите нейролинии, которые просятся, которые откликаются, и тем самым дополните ваш рисунок. После прорисовки дополнительных нейролиний вы также выполните округление всех образовавшихся острых углов. И следующим шагом я хочу добавить нейролинии в области справа и слева от ствола моего дерева. Добавляю я это с целью прорисовать взаимосвязь, взаимодействие с внешним миром, с социумом, с людьми, с которыми я буду взаимодействовать в теме моей работы, для того, чтобы также получать поддержку от внешнего мира. И нужно проводить в направлении от дерева к краю листочка. Обязательно доводите линии до края листочка. Линии вы можете проводить откуда захотите. Мне больше откликается проводить с области ствола, то есть средней части дерева. После также выполните округление всех образовавшихся острых углов. Следующим шагом мы раскрашиваем наш рисунок. При раскраске можно выбрать любые понравившиеся вам цвета и оттенки. В некоторых техниках нейрографики нужно выбирать цвета осознанно, опираясь на значение цветов. Например, в работах по проработке страхов рекомендуется применять более холодные оттенки, рисовать голубым, синим, серым. Это цвета, которые успокаивают, гармонизируют. Зеленый цвет – это цвет сердечной чакры, это цвет контакта. Желтый цвет – это солнце, это энергия. Оранжевые, красные оттенки – это также об усилении энергии, об усилении заряда, которое мы добавляем в наш рисунок. При раскрашивании рисунка обязательно нужно следовать правилу нейрографики, что мы закрашиваем
одним цветом хотя бы 2 соседних фрагмента. То есть нельзя оставлять на рисунке один отдельный фрагмент нераскрашенным, либо покрашенным в один цвет. Необходимо, чтобы хотя бы 2 соседних фрагмента были покрашены в один цвет. И также желательно избегать эффекта витража, не применять много контрастных цветов, не использовать слишком много цветов. При желании можно выбрать 3-5 основных цвета и добавить оттенки этих цветов в соседние фрагменты. При раскрашивании я рекомендую не раскрашивать слишком интенсивно, поскольку далее в процессе вы можете добавить объем в ваш рисунок, выделяя контуры фигур, либо контуры потока, либо контуры определенных элементов вашего рисунка. Например, как я это сделала на своем рисунке. В кружочках я добавила объем через усиление цвета в очертаниях моих кружочков. Области справа и слева от дерева можно раскрасить более светлым оттенком. И последним шагом в данной работе мы добавляем линии поля. Линии поля – это такие толстые линии в нашем рисунке. Они также идут в данной технике снизу вверх. Первыми 2 линиями вы можете оконтурить ваше дерево и остальные линии провести внутри вашего дерева. Линии поля вы можете прорисовать от 3 до 5. Линии поля – это линии высших сил, линии Вселенной, божественные линии. Через добавление таких линий вы включаете влияние высших сил, влияние божественных сил, помощь божественных сил в реализации вашего проекта. После того, как вы закончите работу, посмотрите еще раз, что вы хотели бы добавить, улучшить ваш рисунок, для того, чтобы рисунок вам нравился. Добавлять улучшения в рисунок можно также и в последующие дни. Вы можете повесить рисунок на видное место, наблюдать за своими ощущениями, и по желанию вы можете что-то добавлять в рисунок. А также, если заметите неокругленные углы, также вы можете их округлить, исправив такие ошибки в вашем рисунке. По одному намерению можно выполнять несколько рисунков в разные дни. Можно выполнять от 10 до 40 рисунков, выполнять их несколько дней подряд, либо в определенные дни с какой-то периодичностью, например, в начале каждого месяца. Можно выполнять до того, как ваше намерение исполнится. Тем самым с каждым рисунком вы будете больше приближать себя к исполнению вашего намерения. Благодарю вас за просмотр. Напишите в комментариях обратную связь. Буду рада вашим лайкам и теплым комментариям. А также подписывайтесь на мой канал для того, чтобы получать доступ ко всем материалам, которые я уже выложила у себя на канале и планирую дополнять. До новых встреч!